Так что, Дарья, если вы меня слышите, если у вас остался мой номер телефона, то напишите мне в WhatsApp, а если нет, то напишите хотя бы под видео. Я готова вернуть вам эту орхидею. Вот такое чудесное спасение от крохотной орхидеи до цветения. Здравствуйте, друзья! Сегодня покажу вам цветущую орхидею. И у этой орхидеи очень длинная история. На протяжении 2 лет я вам ее показывала, но не часто. Но собрала все видео в плейлист. Ссылку оставлю в правом верхнем углу экрана. И началась эта история в декабре 2021 года. Одна из моих ростовских подписчиц, Дарья, принесла мне орхидею в очень замученном состоянии, крохотную. В плейлисте есть все фотографии, но постараемся и здесь тоже показать эти фотографии. Она каким-то образом пыталась ее спасти, она была обработана Максимом, но ничего не получилось. И сразу после того, как она ее принесла, я ее не стала обрабатывать никакими средствами. Ну, зачем это делать? И еще раз, когда орхидея уже обработана. Я ее поместила в контейнер с мхом. Я это все подробно рассказывала. Она провела там месяц или 1,5, а может быть 2, я уже сейчас точно не помню. Но орхидея начала растить корни. И как только появились молодые корни, я ее пересадила в керамзит с циафлорой. И еще какое-то время, вот не помню сейчас точно по времени, сколько орхидея находилась в этой посадке. Но корни росли активно, и я сделала следующую пересадку. И даже в прошлом году, в ноябре, когда было понятно, что орхидея растет, я сняла видео и как бы попрощалась с этой орхидеей, потому что Дарья очень просила вернуть ей эту орхидею, когда она восстановится. Орхидея для нее, очень дорога. Я ей написала, но в силу каких-то обстоятельств она не смогла забрать эту орхидею. И вот почему я сейчас рассказываю об этой орхидее. Ну, во-первых, она зацвела. Но немного не так, как на фотографии, которую мне присылала Дарья. У нее была розовая губа, а здесь получилось, что какой-то желтый цвет на губе и на лепестках, и какие-то красноватые оттенки, чем-то похоже на орхидею алабастер, но это не алабастер. А может быть и будет потом алабастер, только это ее как бы первое цветение, а алабастер, вот сейчас я вам покажу, где цветет алабастер у меня. Все-таки есть какие-то отличия. Я думаю, что она не дотянет до алабастра. Ну, а название белых орхидей определить сложно. Но вернемся к тому, что она не смогла ее забрать. Но я поменяла смартфон. Уж очень он у меня был старенький, и отвечать на ваши вопросы мне стало очень сложно. Потому что ВКонтакте я отвечаю на вопросы с телефона. Ну да, памяти в телефоне было мало. Памяти в телефоне не хватало ни на что уже, а на ответы тем более. И номер телефона Дарьи исчез. То есть не все номера телефонов мы смогли перенести в новый смартфон. И теперь я не могу ей сообщить по телефону, что ее орхидея цветет, жива, здорова. За 2 года не появилось у нее огромное количество листьев, но появилось 4 бутона, 2 очень
жестких в Тургаре листа. И мне бы хотелось, если эта орхидея настолько ей важна, отдать ее. Так что, Дарья, если вы меня слышите, если у вас остался мой номер телефона, то напишите мне в WhatsApp, а если нет, то напишите хотя бы под видео. Я готова вернуть вам эту орхидею. Вот такое чудесное спасение от крохотной орхидеи до цветения происходит. Но процесс действительно долгий. Прошло более 2 лет. Более 2 лет. 21, 22, 23, а сейчас 24. В декабре было бы 3 года. Да, более 2 лет орхидеи восстанавливаются. Но восстанавливаются. И это радует. Так что жду комментария от Дарьи и с удовольствием верну ей эту орхидею. Ну а если кто точно знает название, подскажите. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале. Юлечка. Юлька. Мурк. Юлька. А Лаки спит. Все, проспали. Речечка. Речь. Убежал. Суетливый. Что-то синички себя ведут так агрессивно. Вон вниз пошел. Вон, видишь, сидит. Опа. Веточка. Что-то нашел явно. В общем-то, лес перемещается в город. То белки, то дятлы, сойки, сороки были. Только снегирей у нас не бывает. Они в лесу. В лесу бывают, но это далеко от нас. А в городе снегирей не бывает. А вот синичка сидит прямо на этом, на балконе. Что-то они там сегодня ищут. Вот прямо рядом летают. Потревожили где-то, видно, очень сильно.